Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Астро Эспирационе. Таро прогноз, что изменится до конца июня в вашей реальности, в вашей судьбе. Хирон в Тельце и новолуние в Близнецах. Новолуние у нас 15 июня, а Хирон зайдет в Телец, выйдет из вашего знака зодиака. Правда, ненадолго, до середины сентября, потом опять вернется и уже окончательно перейдет в 2027. Но вот именно эти месяцы и начало в июне вам дадут понять, как подсказку, что же будет происходить потом, последующие 7 лет. Очень символично, потому что этот период будет близок как Уран в Близнецах. Итак, мы сегодня сделаем с вами, выполним 4 важных шага, которые изменят вашу реальность. Особенно обратите внимание на 3-й шаг. Там скрыт секрет вашего благополучия, изобилия, процветания, но и где-то исцеления, если мы говорим о Хироне. Ну и в конце мы с вами откроем на 4-м шаге, почему именно забота о теле сейчас важнее любых планов. Куда-то нас призывают не торопиться. Итак, первая карта достаем. Что тянет назад? Что из прошлого, да, напоминает все снова и снова о себе. Вторая карта – отношения. Кто зеркалит вас? Кто или что появится неожиданно? Третья карта или 3-й шаг. Что отпустить? За что себя простить, мои дорогие? Что принять, может быть, чтобы исцелиться? И что же важно сейчас? Ваш главный ресурс на сегодняшний день. Достанем еще 2 карты. И все же спросим, так что изменится? Что, возможно, изменит вас самих? Ну, и мы же любопытны, правда? Что же будет дальше? Что произойдет дальше? Ваше будущее. К чему быть готовому? Итак, первая карта. Давайте будем с вами узнавать, что же может тянуть назад. Какая, возможно, одна вещь в вашем даже окружении стала как черная дыра в вашей энергии. 3 пентаклей. У кого-то может быть много проектов, у кого-то из вас и не просто проекты, может быть и обучение, и работа, я такое тоже не исключаю. Возможно, это на нескольких работах кто-то работает, потому что нужно исправлять финансовое положение. Возможно, вы оказались в новых каких-то обстоятельствах. Я не могу сказать, что вот вчера вы оказались. Но, может быть, это прошел год, 2, 3, да пусть 5 лет. Если кому-то довелось, допустим, переехать, значит, еще до конца не адаптировался. Но у кого-то будет проходить, вот если мы даже говорим, да, как черная дыра. Ваша помощь многим людям. Вы от чистой души пытались, возможно, выровнять какую-то ситуацию, или когда вы могли согласиться взять на себя обязательства, участвовать в каком-то проекте. Вы могли, именно Овен, а это всегда ваш знак зодиака, вы беретесь за дело с чистой душой. Вы вкладываетесь вот так вот по полной. Но в чем же тут дыра? А вот дыра как раз образовалась, потому что то, что получили вы потом, или в процессе развития вы увидели, это никак не совпадало ни разу с тем, что было первоначально. Или ту мечту, которую вы хотели получить, это точно. Были, безусловно, какие-то иллюзии, мои дорогие. Это наши добрые намерения, это наше доброе желание даже кому-то помочь. Может быть, буквально у кого-то перераспределить придется средства. Это касается напрямую финансов. Финансы, если мы говорим Хирон в Тельце, это все материальное. Это, по сути дела, мир нашей стабильности, здоровья, мои дорогие. И это и недвижимости, вопросы дома тут могут быть. Так вот, были какие-то иллюзии, а практически их теперь нет. Вы себя втянули в какие-то дела, задачи, обязательства, соглашения, контракты. Вот даже так я не исключаю. И потом сами остались один на один со своей какой-то проблемой. Вот, по крайней мере, вы на сегодняшний день, ну, может быть, и была вот эта многозадачность, но сейчас у вас явно каких-то 2 вопроса, 2 темы, мы сейчас узнаем, с чем это связано, которые вам покоя не дают. Это и есть какая-то черная дыра. Но если мы говорим о доме, то тут наступило время избавиться от старых вещей. Или от тех вещей, которые, может быть, и относительно не старые, но создают нам, ну, знаете, когда захламленность какая-то, или
когда, допустим, что-то в вашем доме есть буквально так, тоже как черная дыра. И поверьте, когда мы приводим в порядок жилище или, ну, я не говорю там о беспорядке вообще. Нет, это именно о том, что скорее в шкафу хранится или в шкафах, комодах, или еще где-нибудь, да. Нужно, не нужно, на всякий случай, авось пригодится. А тут уже это либо морально устарело, либо это для вас, знаете, как перекладывание одного и того же предмета, на которого уже глаза не смотрят. Вас именно разрушает, как ни странно, те вещи, которые для вас, они не совсем необходимы. То, что напоминает, кстати, о прошлом. И здесь может быть даже банально вещи с дырками, мои дорогие. Вот, кстати, черная петля такая, да, дыра. Ну вот как говорят, не носи вещей, когда в кармане дырка. Вот это правда. Ну как минимум зашить нужно. А если вещь уже действительно, ну уже совсем ее никуда, и она самая любимая, ну значит это всего лишь вещь. Подумать, а может быть время пришло расстаться. Но как будто избавляйся, буквально тебя, ты может быть и привык к чему-то, Овен, но по аркану башня. Но ты себе какую-то мертвую петлю создаешь именно через то, что ты, ну, как пытаешься удержать. Оно все равно вот-вот уже будет разрушено, или оно уже, в принципе, не имеет никакого значения. По этой карте здесь могут проходить именно какие-то материальные объекты, все-таки башня, да? Поэтому перекладывайте на себя. Здесь есть именно как предметы, которые из прошлого или мало нужно, еще раз такое сделаем резюме, да, которые создают как массовость какую-то или создают вокруг вас, может быть, прежде создавали ауру, когда вам это нравилось, а теперь жалко кинуть. Вот есть такая поговорка в Беларуси: жалко кинуть, гадко съесть. Правда, вот бывает, вот что-то подобное у вас ведь может проиграться. А тут как будто лучше свою жизнь, понимать, что я сейчас нахожусь на таком ответственном участке пути. Возможно, это касается и отношений тоже. Когда тут нужно передумать и свою помощь собственную, не создавать себе вот таких дыр, куда утекает ваша энергия, конкретно ресурсы. И здесь даже может, вот смотрите, вот эти две карты, это ведь в принципе так ни о чем. То есть это то, скорее всего, что сопровождает ежедневный наш быт. Скорее всего, тут то, к чему мы уже где-то даже привыкли, о чем мы периодически задумываемся, а потом, может быть, не выкинули, думаем, хорошо, что не выкинула, нехай еще полежит. Вот что-то такое. И вы действительно с позиции привычки, вы уже к этому адаптировались. Вы периодически задумываясь или задумывались прежде, но так и это не осуществили. И вот эта энергия, она накапливается. А туз свечей нам говорит о том, что наступает время сделать четкий переход между прошлым и будущим. Вот как туз он и делит на период до и уже после. Вы можете получить какое-то известие, мои дорогие, когда, к примеру, хоть мы больше материальные объекты рассматриваем, но здесь вы можете услышать решение какого-то человека, получить конкретно документ окончательный, мои дорогие, и вам этот финал, ну или завершение, вам может тут не очень нравиться, или результат, назовите так. А карты нам тогда говорят: отпускай. Вот если оно так сложилось, вот порядок в своей жизни от начала до конца, как будто перестроить свою жизнь, свои планы на совершенно новые рубежи. А если мы слышим какую-то новость или получаем какой-то документ, принять, наверное, то, что мы не в силах изменить. Нет смысла сопротивляться, нет смысла настаивать на своем, ты только себя как будто будешь разрушать. Но вот принять какую-то реальность, мои дорогие. Вторая карта – отношения. Вот кто же зеркалит вас? Кто или что появится неожиданно до конца июня? А тут оно и не уходило. Двойка пентаклей. Тут то, что вам знакомо. Может быть, вот вы как раз в какой-то путанице и неразберихе вам нужно поставить точку. Аркан мир. Я бы сказала, раз аркан мир, с кем-то вам придется договариваться. Скорее всего, это либо люди, которые находятся на расстоянии, у кого-то это проиграется по работе. Для кого-то из вас это очень важное согласование, возможно, по документам. И мир – это понятно, что мы должны договориться. По двойке пентаклей должны быть решены какие-то материальные темы, может быть,
вам доведется кому-то четко сказать, что нет, вот с этого пункта ты на меня не надейся. Вот вам какую-то путаницу, по сути дела, по Луне. Это всегда то, что, ну, либо скрыто, либо как какие-то сумерки. Но вот с чем это связано или с кем? Скорее, с кем? Какая-то больная ситуация. Возможно, мои дорогие овны, это какая-то ваша собственная ошибка прежде, которую вы потом приняли. Может быть, и приняли, но какой-то важный разговор не состоялся. И еще пока. Вы знаете, тут вам нужно даже важные разговоры, обсуждения, может быть, провести с каким-то человеком, как расставить все по местам. Для кого-то из вас будет проигрываться ваша тайна. Это то, что вы не доверите никому. Это то, о чем даже о себе оно как будто напоминает невольно, но вы от себя гоните эти мысли. Я не исключаю, мои дорогие, мы все-таки спросили, кто зеркалит вас, вы можете получить. Или вы можете еще до конца июня контактировать с каким-то человеком, но тогда для вас нужно будет принять Соломоново решение Аркан Мир и Верховная Жрица. В каком контексте, в каком ключе или в каких ресурсах вы собираетесь продолжать какое-то общение. Возможно, все-таки больше к дипломатии две карты, ну, так склоняют. Поэтому свою придется излагать точку зрения не в импульсивном характере или в настроении, а сделать вам что-то придется красиво, элегантно, а может быть и хитро. Все-таки я такое не исключаю. Хитро точно, вот следующая карта. Для этого ее и достаю. Нам как будто говорят, силы Овен не равны. Вот есть определенно какие-то люди, и вам не нужно, и будут, может быть, до конца июня, на вас оказывать воздействие, ждать от вас помощи, силы не равны. Как только ты включишься в чьи-то задачи, ты как будто сам себя обесточишь. Кто-то нам будет пытаться на вас переложить меру ответственности. Вот вы именно сейчас, это самое важное, потому что и карта нам говорит, лучше отступи полшага назад или буквально смирись с чем-то, то, что у тебя не получилось, может быть, и были планы грандиозные, и такие самые благородные побуждения ваши, но сложилось так, как сложилось. А по Хирону мы говорим, два основных или два основных астрологических события до конца у нас проходят июня. 15 число – это новолуние в Близнецах, это новая энергия. И у нас вот именно этот заход Хирона в знак Телец. Поэтому Телец – это всегда что-то материальное, а Хирон – это символ священной раны. Это повторяющийся сценарий, из которого мы должны выйти. Вот почему я так подробно говорю по этой карте. Потому что нет смысла, вы уже многим помогли, вы уже в чем-то проучаствовали. Поэтому пора себе сказать, Овен, ты сделал все, что мог. Но даже благородные побуждения, как по Хирону, совсем не обязательно то, что вы думали вначале и были уверены, что это приведет к какому-то такому очень хорошему союзу, результату. Совсем не обязательно, что оно так и будет продолжаться, потому что это ведь ваша задумка. А что думал конкретный человек, было как скрыто. Вот по этой луне, словно в тени находилось. Что это для вас? Я бы сказала, как ненужные вещи, старые какие-то, что-то сломанное, испорченное, морально устаревшее. Или все то же самое, что касается отношений. Для вас создает черную дыру, куда утекают ваши ресурсы. Деньги, мои дорогие. Вот делайте вывод. У кого-то, может быть, и помощь придется пересмотреть по отношениям или ваше участие, в каком проценте, на какой глубине, в каких обязательствах. Третья карта. Что отпустить? Или за что себя простить. Но знаете, у кого-то тут могли быть конфликты, связанные с детьми. Или могли быть, ну, может быть, не непосредственно с детьми, может быть, по личной жизни, да, какие-то расставания. Такое тоже я допускаю. Может быть, кто-то ушел, завершив отношения, да, остались дети, а кто-то, наоборот, сам. Тут разные позиции, воспитывает сейчас детей, и, может быть, вы себя корите. Иногда мы рассматриваем, что, ну, есть, когда женщины думают, что зря вот я, допустим, ну, бывает такое ошибочное мнение, и жить было невозможно. Но
думают, что ну как это так, а вот все-таки была пара. Вы знаете, ваше ментальное здоровье, ваше здоровье, если будете вы, будут и ваши дети. Вот не случайно там так говорят. А мужчина, если есть такая очень мудрая поговорка, если мужчина любит женщину, он любит ее детей. Вот очень тонкий момент, каждый додумываете по себе. То есть, ну это если мы говорим, правда, вот такая очень вибрирующая, больная тема, когда строится на именно и дети, и взаимоотношения, может быть и семья, а может быть и какое-то расставание. Но для кого-то из вас, если мы спросили, что же отпустить, тут ведь правда у кого-то могло быть банально море каких-то проектов, которые вы попробовали, за что-то взялись, а потом поняли, и нет, мне туда не надо, мне это не интересно. Тем не менее, что это надо отпустить. Тут нужно тоже, может быть, или важный разговор должен состояться, или вам нужно как-то четко обозначить, что вы это не будете продолжать. И сделать это очень так лояльно, элегантно, дипломатично. Что это такое? Что же вам отпустить? По десятке чаш. Вот, наверное, все то, что я говорила. А у кого-то совсем наоборот, мои дорогие. Для кого-то из вас это будет момент примирения. Это точно. Вы тут можете с кем-то примириться. Видимо, у каждого своя, правда, ситуация в зависимости от первых двух позиций. Для себя определить, что же конкретно тянет назад. И если мы говорим, да, тут может быть как состояние души. Все же тройка пентаклей, работа в команде. Могут говорить о тех отношениях, которые продолжаются. Те отношения, которые даже стояли на паузе. Но они будут даже продолжены, кстати, после, может быть, расставаний. Или как новая форма какая-то взаимодействия с человеком. Вот я этого не исключаю. И это может быть совсем не тот человек, о котором вы думаете. Возможно, какие-то люди будут возвращаться в вашу жизнь, это я тоже не исключаю. И вы знаете, тут тем не менее, для кого-то из вас, если мы даже говорим, что отпустить, за что себя простить, может быть, если, как вы были неправы, погорячившись, вы приняли какую-то для себя, ну, как основу развития ваших отношений. А тут придется этот базис, фундамент вам пересмотреть. Десятка кубков и двойка чаш. И у вас планетарно сейчас очень ведь добрый период, мои дорогие овны. Но что-то мы можем, как и сами, переделать, понятно? Все же по пажу Пентаклей здесь может быть такой момент, когда вы даже до конца июня получите какую-то весточку, какое-то событие, важную бумагу, которая вам даст возможность восстановить даже какие-то отношения. Возможно, это будет просто у кого-то связано с родственниками. Волшебные карты выпадают. Тут как будто нужно, понимаете, даже то, что вам хорошо знакомо, переложить на новые рельсы. Или принять уже сложившуюся реальность. Может быть, это с тем, что происходит вокруг вас. Или по вашим, опять же, ресурсам, что в ваших силах, а нет, а что нет. И тут понимать, что уже давно пора отпустить, что вас разрушает, а что наоборот требует сохранения. Я бы сказала, тут вам и подсказки будут такие приходить, потому что по аркану шестерка пентаклей. Слушайте себя, слушайте свою интуицию. Это карта помощи высших сил, ангелов. Это когда вообще баланс. И поэтому баланс вам пригодится. Как и какие-то сложные моменты прояснять и кому-то говорить. Ну, может быть, себя удерживая даже, да. Я ведь тоже такое допускаю. Кому-то хочется сказать резко. Сказать нет и все, и никому ничего не объясняя. А тем не менее, иногда бывают такие энергии, что, ну, погорячимся, потом себе спасибо не скажем. Поэтому лучше быть, наверное, мои дорогие овны, дипломатом великим, нежели несговорчивым императором. Ну, может быть, тут какая-то команда в чистом виде точно не пойдет. А вот ваша, ну, это как ваша волшебная палочка, мои дорогие. Захочет Овен, да с кем угодно договориться. Это правда. Сейчас высшие силы на вашей стороне. Что вы сейчас, за что себя простите, в том вы и будете сильны. Но здесь не пропустите, я бы сказала, какие-то новые энергии по тем задачам, которые отчасти вам знакомы, по личной жизни, по взаимопониманию, по построению финансового благополучия
изобилие, процветание практически. Вот концентрируются какие-то вопросы, чтобы Овен мог разобраться. Вот это я положу налево, ну как на две кучки, да? Я надеюсь, вы понимаете мой сленг. Вот в левой кучке это то, что мне не надо, это я выкину, это все, это прощаюсь. А вот в правой то, что имеет значение и смысл. Вот вам придется в своей жизни наводить такой порядок, как и ментально, так и буквально физически, на реальном уровне. Четвертая карта, вот поэтому обратите на это внимание, мы говорили, третий шаг самый важный. Это ваше, по сути дела, исцеление и завершение вот этой черной дыры. Четвертый шаг, что важно сейчас, ваш самый главный ресурс, пятерка пентаклей, суметь договориться и не потратить в пустоту деньги, вот прям конкретно так. И я должна сказать, здоровье. По этой карте мы чувствуем себя, но все же эта карта как заноза. Вроде бы это мелкая карта, нет чего-то крупного. Поэтому у кого-то из вас могут быть, знаете, как блоки. Ну, бывает такое, да, когда мы долго работали, напряженно, может быть, долго не буквально, там, физически работали. Кто-то за столом работал, кто-то работал, именно интеллект ваш работал. Но даже думая, да, вот психологически, то, что мы решаем, для нас это определенное напряжение в теле физическом. И вот по пятерке пентаклей мы как будто начинаем уже или находимся в том отрезке жизненного пути, когда тут надо подумать и себя, допустим, не изнурять диетами, не изнурять себя какими-то табу, которые мы себе поставили, да, ведь это всегда карта говорит, договариваться придется. Причем, если говорим договариваться, то есть и себя, может быть, уговорить на что-то, но это не через табу, это не через вот какую-то догму, когда вот я сказал, я сделал. Нет, тут нужно добрее быть к самим себе и к собственной душе. И одновременно что-то по финансам. То есть вот даже мы и говорим, иногда ведь нам кажется, вот любые зависимые ситуации, если мы возьмем, да, разные привычки бывают вредные, но я бы сказала, желание шопинга, да, иногда оно такое гиперболированное, когда кажется, ну, эх, я куплю эту вещь, и мне будет от этой вещи, ну, так хорошо, комфортно. Мы покупаем, мы ее вешаем в шкаф, и через некоторое время мы на нее смотрим и думаем, да глаза бы мои не видели. Лучше бы я это не покупал, не приобретал или, ну, вообще прошла мимо. И здесь может быть все что угодно, от ненужных вещей, мои дорогие, это точно. Что важно для вас сейчас? Правда, для вас создает все ненужное, возможно, как и токсичные люди, токсичные отношения, те, кто вас тянет буквально назад. Это тоже создает некоторые блоки, ненужное напряжение, но более того, тут даже вот какие-то мысли, может быть, много измышлений на разные темы создают для вас путаницу, потому что девятка перьев – карта внутренних страхов. И, конечно, слово «страхи» вовсе не про овнов. Но, тем не менее, это как накопившаяся какая-то энергия, которая просит выхода, мои дорогие. Это точно, смени как будто свои страхи на радость, на более приятные позитивные эмоции. Здесь у кого-то из вас, посмотрите, мог быть период, когда что-то затянулось надолго, и вы все ждали у кого-то прекратить ожидания, мои дорогие. Ожидание тоже не очень свойственно овнам. Тут скорее нетерпение, но тут по-разному бывает. Может быть, ожидание, потому что обещали. Говорят, обещанного 3 года ждут. Вас кто-то все-таки держит как на крючке, мои дорогие овны. Или что-то. А я бы сказала, это, ну, понятно, кто-то, это имеется в виду договоренности ваши, какие-то обязательства или обещания другого человека, и какая-то святая, а может быть и слепая вера перекладываются, переходят в пустое ожидание. А тут вот из этого пустого ожидания нужно построить, да, карта, когда ничего не происходит. Кстати, карта будет говорить, ты чем лучше отдохнешь, дашь покой своему телу и мыслям, где-то так, ты быстрее обретешь. Как знаете, ведь это карта праздника после победы. Ты обретешь этот якорь, стабильность. У вас сейчас, ну, буквально от ваших мыслей зависят ваши финансовые ресурсы, ваш
успех, ваша удача, потому что это не просто победа, а праздник после победы. Но, как я уже несколько раз сказала, договариваться придется. И, может быть, даже, как не плодя недругов, установить какой-то компромисс, мои дорогие. Будьте к этому готовы. По крайней мере, это важно сейчас. Ну, давайте узнаем пятую карту. Что изменится или что изменит вас? Карта звезда. Да вы стоите уже практически на пороге будущего. И нам говорят, сияйте, как звезда. Вот, кстати, что по здоровью, да, ну это в целом ваше физическое, как самочувствие или здоровье тела, как и буквально, что нас тянет назад, как и пустые вот эти вот какие-то переживания, так и пустые ненужные вещи, или то, что сломано, разбито, или отложено на какой-то неопределенный момент. Здесь говорят о вашем имидже, а имидж это тоже где-то здоровье. Правда, это внешний вид, для вас это важно, сияйте. Если мы говорим, правда, как звезда, для кого-то из вас формируется летом именно, может быть не июнь, но старший аркан это всегда по времени несколько дольше. Тут какие-то ваши важные позиции формируются. Вот смотрите, аркан Ева это мудрость. Что изменится? Вот какая-то прежняя история, она требует подведения итогов и, может быть, перевода опыта вот в какую-то мудрую ситуацию. Вы не случайно оказались в сложных отношениях, в сложных каких-то перипетиях, может быть, с документами, или какие-то очень сложные договоренности, опять же, обязательства. Вот приходит время, как будто от этого всего освободиться, потому что два старших аркана говорят о тебе вообще-то. Ты сейчас как будто выбираешь вот это направление лет на 10, ну, как минимум на 7, я бы сказала. И это нужно сделать мудро, что изменит вас, возможно. Королева Пентаклей. А вот, наверное, вот это и есть телец, да? Это когда мы понимаем, что как бы не все контакты полезны. Херон в Тельце покажет, и вы уже к этому где-то подходите, где вы теряете свою ценность. И это о токсичных людях. И это о тех, которые нас не вдохновляют и тянут назад. Для королевы Пентакли это все важно. Тебе как будто придется вот в новом амплуа или в новом направлении, возможно, создать себя заново. Вполне вероятно, допускаю, кто-то обдумывает или приступил, изучает пока новый проект. Как к этому подступиться, не исключаю. Так вот, вы на пороге грандиозных событий и завоеваний. Тут вы сами меняете себя, меняете свое пространство, а дальше пространство как будто вторично будет менять вас. И все это к успеху, изобилию, процветанию, ну и стабилизации, какой-то сложной истории. Возможно, и работу над ошибками вам придется все же провести, я не исключаю. Это именно для того, чтобы не создать себе черную дыру, которая вытягивает все силы. Что произойдет дальше? Будущее, к чему быть готовым Овнам? Ну вот по сути ваша карта. И эта карта всегда говорит, что мы более рассудительные. Когда мы работаем с информацией, мы понимаем, что среди вороха информации могут быть как и фейки, ну или какие-то искажения, будем так в целом скажем. Мы можем воспринимать сами что-то вот определенным образом, а по факту это дело по-другому обстоит, стало быть. Много работы с информацией вам предстоит и правильное распределение с финансами. Может быть, финансов точнее. Может быть, это последующий период, что произойдет. Опять же, если по звезде выбор нового жизненного пути, этапа, направления и карта шут для кого-то из вас, возможно, предстоит какая-то поездка или даже перемещение, путешествие, переезд. Вы можете всерьез задуматься. Но тогда карта говорит, ты ж возьми все просчитай, Овен. А ведь и правда у кого-то дорога. У кого-то дорога, даже карта говорит, что произойдет дальше. Съезди куда-то в разведку, отправься, вот узнай. Будь готовым к тому, что по шестерке перьев мы, как правило, отплываем от прежнего берега, потому что на прежнем берегу уже ничего не растет. Там как выжженная пустыня. Вполне вероятно, вот как само перемещение дорога, так для кого-то из вас это новое направление в деятельности, новое направление в работе с нулевым арканом, это наверняка. Вот, мои дорогие любимые овны, будущее у вас уже практически на пороге. Я бы даже сказала, оно как наступило.
Да, оно как наступило, потому что вы пока этого вот не видите. Вы не видите, потому что вы себе создали какую-то многозадачность. Но вот, как и, по-видимому, как только вы избавляетесь так по пунктам от всего того, что вас удерживает или ставит в вас какие-то рамки, ограничения, для вас будет необходимо в июне обозначить свои границы и сделать это более чем элегантно и дипломатично. Помните об этом условии, потому что конфронтация вам как будто высшие силы сейчас помогают по максимуму обустроить. У вас такие карты выпали. Вот эта третья позиция, как самая важная. И десятка чаш, и двойка чаш, любовь, семья, благополучие дома, недвижимости, может быть и дети. Но и не забыть о том, что именно как ваша мечта ждет своего часа. Вот она уже, вы как будто выбираете. Или вполне вероятно, это произойдет конец июня или июль. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые искренние комментарии, за вашу помощь или поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, берегите себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.